Да, всем привет еще раз. Собственно, мы начинаем сегодня нашу вторую запись. Слава Грис один из первых, кто откликнулся на мой зов о помощи тем людям, которые хотят как-то устроиться в геймдев, перейти в геймдев, вернуться в геймдев. Вот, собственно, вот этим всем заниматься. Если вчера мы слушали моего большого друга Саню Пугачева, который, собственно, работает в корпорациях и успешно, то сегодня у нас диаметрально противоположный опыт. Это Слава Грис, инди-разработчик, который, собственно, умеет не просто делать инди, но еще и зарабатывать на них деньги, жить на эти деньги. И вообще, так тоже можно, на самом деле, это тоже геймдев. И я это очень сильно уважаю. Мне очень интересно, как же Слава докатился до жизни такой. Привет, Слава! Да, привет. Ты уже сказал много, мне даже как-то не представиться, как меня зовут, все услышали. Какие ты проекты сделал? Я же смотрю каждое твое видео, я невыносимо от этого, горю своим пуканом, но каждое я твое видео смотрю, потому что, сталкиваться с альтернативными взглядами вообще очень полезно для собственного развития, даже если ты с ним не согласен. Какие ты проекты сделал? Понравилась твоя формулировка, то, что некоторые мои видосы контркультурные. Я сделал игрушку Reflection of Mine на Steam и консоли. Это головоломка о девочке с синдромом множественной личности. Я сделал Cat Maze. Это пиксельное метроидвания, основанное на славянских мифах, которая буквально в пятницу вышла на консоли, а до этого вышла в Steam. И сделал Фиармониум. Это метроидвания, где мы играем за фобию в сознании подростка, и сейчас занимаюсь непосредственно ее портированием на консоли тоже. Да, это огромный объем работы, особенно для одного человека, то есть это действительно... Да, я в проектах занимаюсь всем, кроме музыки, то есть и рисование, и игровой дизайн, код, и все остальное, и маркетинг в том числе. Да, вот меня сегодня спрашивают, кто он по профессии? Я говорю, он разработчик игр, он делает игру, там профессия какая? Вроде психиатр, вроде что-то... Нет, психолог. Психолог, хорошо, прошу прощения, да, я знаю разницу, просто да. Вот можно и так. Расскажи, пожалуйста, как ты дожил до жизни такой, с чего ты начал, и вот это самый полезный, самый важный вопрос, который я всем задаю. Парам-папам. Слушай, игры тянуло делать всегда, еще со студенческих годов, потому что посмотрел такую киношку Indie Game The Movie. Она, повествует о Макмиллане, о разрабе Фила Фиша и, господи, как там зовут, разраба Брейд. Вот. Да, разраб Брейд, так его будем называть. Разраб Брейд, да. Она просто сформировала как-то в голове какую-то программу действий, что, а так тоже можно жить, можно делать игры, это делают люди, и, в принципе, можно к ним присоединиться. Но это было еще в университете, у меня тогда была отмазка ничего не делать, потому что я же учусь, у меня же там еще какая-то другая работа есть, я играю в Lineage, и потому я все это отложил еще лет на 5. Вот, и в момент, когда я работал уже после университета воспитателем в детском доме, когда у меня была очень низкая зарплата, когда у меня, в принципе, была очень тяжелая работа, мой мозг начал искать какие-то пути выхода из сложившейся ситуации и вспомнил такую программу действий, как чувак, а может будем делать игры? Вот помнишь, когда-то там ты видел каких-то ребят, которые были в этом деле успешны, вот давай попробуем так, иначе мы сейчас нахер сдохнем. Вот, и таким образом я начал делать Reflection of Mine, пока еще был воспитателем. Что забавно, для детей это было прям целый спектакль. Я устраивал, собственно, с тестированием всех этих уровней, с рисованием при них. Но изначально я не воспринимал этот проект как что-то, что выйдет на Steam, потом на консоли. Это было как бесплатную мобилку я хотел сделать. Я вообще стремился попасть в разработку именно как художник, потому что я думал, что вот ничего серьезного один я не сделаю. Какую-нибудь простенькую мобилку, которая потом разрослась до 15-часовую, игру, это можно. Вот, что-то большое мне не сделать, и я пытался влезть туда как художник. И я зашел на форумы. Это форум C2 Community. Он, по-моему, еще, кстати, более-менее живой. Вот. Это могу порекомендовать, наверное, его. Сейчас он ProDevs он называется. И создал там темку о том, что я хочу научиться рисовать.
возьмите меня к себе. Что-то более-менее возюкать мышкой я как бы умел, и даже с таким навыком, который заключается буквально вот 2 недели посидеть, поучиться рисовать, вот можно достигнуть такого навыка, который был у меня, я умудрился находить какую-то работу, потому что ниша ребят, которые делают хреновые мобильные игры и которым не нужен как бы дорогая графика, они готовы платить 50 рублей за спрайт, спрайт будет нарисован за 7 минут, и все будут счастливы. Вы будете набивать руку, человек будет делать игры, которые потом он, правда, не выпустит и, скорее всего, уберет в стол, но, тем не менее, опыт какой-то вы приобретете. Вот, таким образом, я рисовал очень много плохих рисунков, а лучше всех рисует тот, кто больше всех рисует, и более-менее как-то научился рисовать, привел в божеский вид Reflection of Mine, понял, что мне как-то команда и не нужна, и через 2 года разработки, сплошной, долгой и мучительной, наконец-то эту игру издал, уволился с работы, и вот теперь я полноценный разработчик. Я сейчас проскочил, наверное, много вообще каких-то ступеней, про которые можно было бы рассказать подробнее, но я и так что-то затянул как-то с ответом. Не, ну как бы ты сегодня единственный главный гость, так что я тут просто постараюсь задавать наводящие вопросы. Да, это все очень круто. Мне очень понравилось, как у нас сейчас лаганул звук, когда ты говорил про разработку, и получилось, что ты пришел к разводке. Вот. И, собственно, да, я вот хочу сразу уточнить, там ты говоришь про детей, там ты как ты вот этих детей подключал к разработке игр? Вот я, собственно, этим сейчас и занимаюсь, да, вот эти вот все дети, они, это мои дети, 580 человек детей. Так, ну смотри, я работал, как это называлось-то? Короче, центр временного содержания несовершеннолетних, то есть у меня были дети, которые уже ушли из семьи, то есть их уже вывели из семьи, но в детский дом их еще не направили. То есть они или сбежали из дома, или родители умерли, или там какие-то изнасилования, или еще какие-то преступления. Вот, в детском доме они пока не живут, но где-то им перекантоваться нужно, дома им опасно. Вот, и они жили как бы у меня. У тебя дети, наверное, попроще, чем вот персонажи, которые у меня были. Вот, там и дети наркоманы были. Да. Там и дети наркоманов были, и дети наркоманы были. И, собственно, это были преимущественно подростки, то есть где-то там от 12 до 17 лет. И да, непосредственно для них компьютер, вообще там телефон, у них телефон, у них не компьютер. Что такое стационар, современные дети того возраста вообще уже знать забыли. Это набор приложений. Просто, типа, ты берешь телефон, там ВКонтакте, и весь интернет – это ВКонтакте. ВКонтакте это вообще не связано как бы с интернетом. Какое-то такое у них, короче, было мышление. И когда им начинаешь показывать, как все это работает, как все это делается, как делаются игры, они прям как загипнотизированные сидят и залипают, потому что для них это совсем новый мир. А если создать еще иллюзию того, что они как-то влияют на то, что ты делаешь, то они погружаются прям еще сильнее и с нетерпением ждут вечеров, когда вы снова вместе все сядете за компьютер, ты начнешь там спрайтики тягать, и они будут просто открытыми ртами сидеть и наблюдать. Да, как младший брат, которому ты даешь контроллер не подключенный, он считает, что играет тоже, ну, да, ему очень интересно, но он тебе... Сваливаешь на какие-то несерьезные решения, типа, допустим, куда поставить какой-нибудь куст. Или вот у меня 3 спрайта куста, какой мы поставим сюда. И все они вместе сидят, обсуждают. А мне, на самом деле, это не принципиально важно, и потом в один клик я это поменяю, если сочту, что куст выглядит хреново. Ну да, так это и есть навык менеджмента, когда ты вот джунам скидываешь такие задания, они такие, да, я тоже участвую в разработке игры, конечно. Вот. Хорошо, вот опять же натолкнуло на мысль пока что про начало пути в геймдеве. Собственно, вот ты сказал про то, что ты столкнулся с тем моментом, когда ты понял, а на самом деле, вот ты посмотрел Indie the Game, на самом деле, прекрасный фильм, то есть я правда, его посмотрел после того, как я уже прочел «Кровь, пот и пиксели», у меня сложилось впечатление, что там типа все... те люди, которые вот делали просветительские такие работы, они, знали 3 игры, и, короче, все вот к этим 3 человекам и шли. Вот разработчик Брейдер, Макмиллан, разработчик Фез. Вот, короче. Ну ладно, тем не менее, очень интересно было посмотреть, потому что там совершенно разный подход и совершенно специфические психики, скажем так, у разработчиков. Вот. А у меня опыт того, как я понял, что на самом деле можно делать игры, был в тот момент, когда я купил журнал GameXZ, и там просто рассказывались про жизнь разработчиков игр.
это случилось в 12 лет, поэтому, ну, у меня к тому моменту, когда я уже начал прям коммерчески делать игры за деньги, у меня уже не было никаких фантазий о том, что это там легко, весело и просто. Ну, весело-то весело, конечно, но это совсем не то веселье, что и играть в эти самые игры, скажем так. Вот. Ну и, соответственно, заметка вот по поводу того, что у тебя был выбор «сделай игру или сдохни». Ну, зачастую у начинающих разработчиков игр выбор совсем наоборот. То есть либо работать на какой-то стабильной, нелюбимой, плохо оплачиваемой работе, либо вот рискнуть и прыгнуть в пустоту. Вот что вот мы вчера про это говорили с Саней Пугачевым. Вот что ты думаешь? Как вообще, правильный ли это выбор? Что в этом случае делать? Куда идти? Парам-папам. Ну смотри, я уволился с работы в день выпуска игры. То есть я боюсь... Взрослым человеком тебя назвать нельзя. Ну, сколько мне тогда, 24 было? Но это, понятное дело, такое необдуманное решение. Но тут смотри, я просто не мог находиться больше на этой работе, и мне было уже насрать, типа, зайдет игра, не зайдет игра. Я лучше в бездну свалюсь, там, не знаю, разорюсь, буду искать другую работу, чем вот продолжу оставаться в этом месте. И тут из этой моей истории вообще что нужно было подчеркнуть, что я подчеркнул только потом, анализируя, как все это получилось. У меня много товарищей, которые сидят на стабильной работе, получают 200 тысяч и хотят заниматься играми. И в такой ситуации у них вряд ли что-то получится, потому что они находятся в такой очень комфортной обстановочке, у них комфортный заработочек, и каких-то реальных причин делать видеоигры, каких-то реальных причин менять специальность, их мозг не видит. Он им не будет выдавать мотивации на это дело. А когда ты находишься в ситуации, что ты получаешь 18 тысяч рублей и каких-то перспектив у тебя особо немного, тогда мотивации делать что-то появляется просто дофига. Вот, мы действуем всегда по ситуации. И на самом деле ситуация определяет то, куда будет направлена наша мотивация и чем мы будем заниматься. Если твоя ситуация подразумевает то, что ты уверен, что завтра, через месяц, там, через год тебе будет что кушать, у тебя будет комфортная жизнь, то сесть делать игры будет очень сложно. Вот так. Я, наверное, не на тот вопрос ответил, который ты спрашивал, но тем не менее. Нет, почему? Я не знал, какой я вопрос задаю. То есть тут у нас полный постмодерн, ты интерпретируешь мои вопросы, отвечаешь не на то, а я соглашаюсь. Вот, нет, смотри, я прекрасно понимаю твой ответ, ну, по крайней мере, думаю, что понимаю. То есть ты говоришь о том, что, ну, вообще развиваться, когда у тебя почти все устраивает, гораздо сложнее, чем когда все плохо. Ну, когда ты находишься в условной золотой клетке, находишься вот в этой пресловутой зоне комфорта, когда вроде бы и не совсем круто, но почти хорошо, развиваться оттуда гораздо сложнее, чем если, ну прям вообще полная жесть, и как бы в любую сторону двигаться лучше, чем находиться здесь. Ну, не то, что полная жизнь, типа, когда все твои потребности закрыты, когда тебе есть с кем спать, когда тебе есть что кушать, и когда ты не боишься, что завтра, там, не знаю, случится апокалипсис. Вот. Тогда у тебя психической энергии не выделяется никакой, потому что все твои потребности закрыты. Зачем выделять? Организм думает, зачем работать? Мы сыты, мы удовлетворены, там на Порнхабе посидели, все зашибись. Зачем мне работать? Зачем мне что-то делать? Так думает, как бы, может, мышление, сознание будет думать по-другому, но организм, который вырабатывает психическую энергию, он будет именно так думать, и ты ни хрена не сделаешь. Ну, хорошо, это, ну, в смысле, понятно с точки зрения там, эволюционной там, генетики, да, вот эта вот вся штука, что, ну, а зачем тратить силы, если потребности удовлетворены, но как же, есть же еще и пирамида Маслоу, да, то есть я вот удовлетворил свою там возможность покушать, поразмножаться, сладко покакать и так далее, а как же о душе подумать, да, вот я там, допустим, вот людей собрал, потому что, ну, вот у меня экзистенциальные потребности открылись, мне хочется, чтобы там мои действия, они еще и какой-то смысл имели в этой жизни. Что ты об этом думаешь? Ну, я думаю, здесь речь не про Маслоу, здесь речь скорее про эго, потому что его тоже нужно как-то удовлетворять. И именно твое эго хочет внимания, ровно как и мое эго хочет внимания. Собственно, моему телу плевать, на каком кресле сидеть. Моему
эго важно, чтобы это было хорошее кресло. Моему телу и мозгу плевать, что у меня там сзади. Но моему эго важно, чтобы там сзади были классные постеры из страны игр, которые я просто обожаю, потому что они помогают мне как-то самовыражаться. Так что, да, эго может подталкивать, но оно у всех разного размера, скажем так. Типа, тут если тебе, не знаю, повезло, не повезло, родиться с таким громадным эго, которое просто не устраивает твой образ жизни, твоя страна, твой быт, твоя квартира, тогда, может быть, из зоны комфорта выбраться будет попроще. Тут уже сугубо индивидуально. Хорошо, нет, я понимаю, там твой ответ, это, ну, сейчас мы говорим, там, как, знаешь, столкновение теории вот этой вот парадигмы в психологии экзистенциалистов с какими-то неофрейдистами, например. То есть, ну да, эго может толкать, это согласен, да. Хорошо. Давай вернемся к играм. Да, давай, пожалуйста, вернемся, потому что, ну, типа, мы не туда сейчас входим. Ну вот про золотую клетку мы поговорили. Еще вот натолкнулись на вопрос, вот это все про вступительный главный вопрос. А откуда у тебя было такое понимание минимализма, скажем так, в работе? Почему ты начал делать что-то простое? Потому что это же классическая ошибка начинающего разработчика любого, да, он начинает делать что-то невообразимо большое. И вот моя первая серьезная игра, которая хоть до какого-то релиза дошла, это была MMORPG, да, ни много ни мало. То есть я был студентом, нас было 4 человека, и вот, короче, мы такие, мы будем делать MMORPG, конечно же. Ну, то есть это очевидно, там, по прошествии лет, что это было что-то неподъемное. Как ты этой ошибки избежал, почему ты делал, ну, что-то, что ты реально можешь делать? Как ты к этому пришел? Как другим людям этого избежать? Слушай, ну, во-первых, Reflection of Mine оказалось все-таки гораздо больше, чем я планировал. То есть все-таки это оказалась огромная игра, которую 2,5 года пилил. А во-вторых, у меня, в принципе, до сих пор нет стремления сделать MMORPG, потому что, на самом деле, я небольшой фанат MMORPG и AAA игр в принципе. У меня нет фантазии сделать своего Ведьмака. Я люблю ретро-игры, я люблю небольшие инди-игры. Моя одна из любимых игр — это Cave Story, которая сравнительно как бы небольшая, вот. И я хочу делать что-то подобное. Сейчас, после того, как я сделал уже 3 игрушки, после того, как Фиармониум получился совсем огромным, тоже там 3 года на разработку ушло, но уже без посторонней работы и вместе со всем опытом, который я накопил, мне хочется делать игры, знаешь, такого формата itch.io. То есть что-то буквально на вечерок за там 3 часика пройти, послушать историю, типа классненько. Я, потому что как игрок сам ищу такие игры, мне надоели приключения на 50 часов, у меня нет времени в них играть. И, наверное, чисто из-за симпатии к проектам маленьким меня тянет делать тоже проекты сравнительно небольшие. То есть они огромные для одного человека, но сравнительно небольшие в рамках других игр, которые выходят одновременно со мной. Ну да, то есть здесь действительно у тебя... Мы буквально вчера или когда обсуждали на днях, что типа у тебя действительно специфические твои пристрастия весьма специфичны, да, вот, чертов извращенец, поэтому, ну, действительно, все хотят делать AAA, а Слава такой, типа, говорит, я хочу делать игры на itch.io, я уже преисполнился достаточно, чтобы делать действительно мелкие игры, я такой, типа, вот это мое уважение, я к этому тоже очень долго шел, что чем мельче, тем лучше. То есть там, если первая игра там, из 5 лично выпущенных, это ну типа закос под MMORPG, то 4 и 5 это кликеры. Я такой, типа, наконец-то я дошел до простоты. Как же хорошо, наконец, погрузиться во что-то простое. Вот, хорошо. А теперь любимая рубрика – это, собственно, вопросы зрителей. И вот сейчас пойдет жескач. Каково состояние рынка на сегодняшний день? Ну, как бы, что можешь сказать, то и расскажи. У меня все хорошо. Я рынок репрезентую очень с однобокого такого плана. То есть я выпускаю игрушки на Steam, и Steam мой основной как бы доход. И там все как было год назад, как было 2 года назад, так, собственно, и осталось. Типа, все нормально. Вот так. Ну да, то есть я понимаю, естественно, мы сейчас говорим о субъективном опыте, там цель в том числе это поспрашивать кучу разных людей с разным опытом и узнать, типа, что у кого сломалось. Вот у кого сломалось, туда идти не надо. Вот как Слава, вот Слава делает игры на Steam и продолжает делать, ничего у него не сломалось.
Насколько востребована дистрибьюция в России? Я не совсем понял вопрос, может быть, ты лучше понял. Дистрибьюция? Блин, для меня дистрибьютор – это парам-папам. Ну вот я работаю как издатель еще, я издаю игрушки на Nintendo Switch. И когда ты издаешь на консоли, ты не сразу выходишь на весь мир. Switch поделен на несколько регионов. Nintendo Америки, Nintendo Европы, Nintendo Азии и с недавних пор Nintendo Бразилии, которая хрен знает почему отделилась. И вот, и чтобы выйти на Nintendo Азии, нужно прострелить себе пенис, и это очень сложно. Там у тебя офис должен быть зарегистрирован в Азии. И для этого, для того, чтобы мне не ехать в Азию, не регистрировать там офис, а там нужна еще, симка, типа, потому что регистрация проходит через симку, симку выдают только на азиатские паспорта, там я когда пытался разобраться, как самому это сделать, это просто безумие, короче. И есть такие ребята, которые называют себя дистрибьюторами, то есть у них уже процесс как-то налажен, и ты, грубо говоря, им свою игру, которую ты издаешь, ты им выдаешь на переиздание вот конкретно в этом регионе. Они занимаются распространением игры конкретно в своем регионе. Вот, Россия не такой закрытый регион, как Азия, и здесь такие чуваки просто бессмысленные. То есть, допустим, азиаты у нас спокойно могут выпустить игру, а мы игру в Азии выпустим, будет сложно. Может, это возможно, но трудно. Да, это на самом деле много есть разных азиатских регионов, там какая-нибудь Индия и Китай, это тоже вот два азиатских региона, в каждом по миллиарду человек. Вот. А какой-нибудь Иран, он тоже вот востребован индустрией, все такие, типа, надо выходить в Иране, в Узбекистане. Короче, не окучен Узбекистан, вот давайте туда. Но, конечно, да, это, региональные релизы, это интересная большая тема. Но это касается только консолей. Надо копать. Угу. Извини, что перебиваю, ты просто подлагиваешь, и я чую, что типа как момент я могу сказать, а потом ты продолжаешь говорить, это на самом деле лаг был. Короче, если ты вышел в Steam, то ты вышел сразу везде, где есть Steam. Вот. Все эти заморочки с регионами, они касаются консолей. Ну да. Ну еще есть отдельный Китай, то есть там совсем отдельный мир, то есть я в курсе, что да, я в курсе, что у китайцев есть Steam, что они могут им пользоваться, но там есть еще какая-то странная система апрувов, которую, типа, отдельно нужно проходить. Может быть, ты про это еще отдельно расскажешь. Могу сейчас рассказать. Там есть, Steam. Есть, Steam, там недавно запустился, как недавно, для меня, 5 лет назад это недавно, года 2, предположим, боюсь ошибиться. Запустился настоящий Steam, где китайские власти, они просматривают каждую игру и допускают ее в этот магазин. Там на момент выпуска что-то туда, по-моему, 14 игр со Стима попало, потому что китайская цензура, вот именно материкового Китая, вот, не Гонконга, а материкового Китая, она очень суровая, то есть там нельзя изображать мертвых людей. То есть какой-то скелет-призрак, все, твоя игра идет как бы нахер. С кровью там тоже большие проблемы, там нету проблем, если кровь, течет или брыжет. То есть, кто смотрит аниме, мог обратить внимание, есть на такие сцены, что кровь, она как бы не капельками капает, а кого-то пырнули, и у него прям такие фонтаны. Потому что вот китайская цензура, почему-то вот этот вот фонтан нереалистичный, она позволяет показать, а именно если кровь там струится, как-то течет, какие-то лужи скапливаются, такое уже нельзя. Вот, но помимо настоящего Стима, где вот эти вот 14 игр там стерильные, все китайцы, большинство, пользуются VPN и могут все поставить нормальный клиент и нормально с него игры скачивать. И аудитория там как бы просто дохренища. Так что считайте, даже если вы не прошли отбор вот в этот китайский Steam, то все равно китайцы могут в вашу игру поиграть. Я когда прикрутил у себя китайский язык в игре, у меня прям прирост игроков был неимоверный, и, судя по отзывам, китайцев там играет дофига. Хотя по статистике, вот именно скачивания по регионам, там у Китая не такой уж большой скачок был. То есть я понимаю, что все это VPN. Да, то есть понятное дело, что китайцы играют спокойно, просто они тоже как и мы, страдают от своих внутренних ограничений. В смысле скачивания игр. Насчет крови, это интересная культурологическая тема, просто сейчас могу ответить тебе сразу. У китайцев считается неприличным, оскорбительным, вообще богохульным оскорбление останков. То есть, если ты показываешь кровь, отделенную от тела, это уже считается останки. Если эта кровь вытекает из человека струей, то это все еще человек. То есть, там типа, если ты отрезал ноготь, то это уже останок, да, то есть вот только что он был тут, а вот как только полностью отрезал, все, останки. Это уже кость, это уже нельзя показывать.
Вот. А если вот прямо артериальное бьет ключом, то, короче, это все тот же человек, ты чё? Вот. Ну, то есть, как бы, да, я в курсе этих ограничений, потому что нам приходится при релизе на Китай это тоже все учитывать. Например, когда случается Хэллоуин, в Китае нельзя показывать кости, ну, по тем же причинам, да, а скелеты, они прекрасно показываются в США, в Европе, вообще по всему миру, особенно какой-нибудь Диас де лас Муэртос, вот этот День смерти мексиканский, его вообще нельзя никак показать в Китае, если, конечно, не делать какие-нибудь куклы, например, скелетов. Куклы скелетов можно показывать, поэтому все активно вот так используется в пиксаровских и других мультиках на тему, собственно, Дня мертвых. Вот. Хорошо, идем дальше по вопросикам, спасибо. С какими сложностями можно столкнуться при формировании инди-команды? Я знаю, что ты в основном работаешь один, но ты активно также вращаешься вот в инди-сообществе и, наверное, что-то от кого-то мог дослышать. У меня был опыт в команде, я это упустил, это было, в своем рассказе я это пропустил, это было полгода страданий, которые много меня научили, плюс я занимаюсь такой штукой, я курирую сейчас некоторые команды, то есть ко мне можно обратиться за денежку, я буду как-то вести проект, объяснять, что правильно сделано, что неправильно, что там по маркетингу, вот, и вижу, да, эту внутреннюю кухню, и я не знаю, главный совет, вовремя определяйте мудаков. Я могу говорить слово «мудак»? Да, конечно. Да. У нас 18+, мы только такие слова и говорим. Вот, вовремя определяйте мудаков. С этим большая проблема, потому что они очень классно шифруются. И под мудаками я подразумеваю людей, которые будут вам активно ездить по ушам о том, что они много умеют, они много делают, они много сделали и будут в вашей команде вести себя точно так же. Но потом ты смотришь, и маркетолог, он за день отправил 3 письма. И все это он выдает как очень сложно проделанную хитрую работу. И люди, которые не шарят в том, как формируются эти письма, они свойственны ему верить. Допустим, я работал с одним недобросовестным издателем, и я общался с продюсером проекта, через которого я получал рассказы программиста, работающего над моим проектом. И когда я получил то, что программист сделал за полгода, я говорю продюсеру то, что, чувак, это делается за вечер. Я видел игры на джемы, они технически более сложные, чем то, что твой программист выдал за полгода. И продюсер принял точку зрения программиста, то, что программист ему хорошо поездил по ушам, то, что это была сложная работа, то, что она действительно осознанно заняла полгода. Продюсер-то он никогда кода не видел, он не шарит, он не понимает то, что его сейчас откровенно обманывают. И как раз проблемы многих инди-команд идут из этого, то, что в команде кто-то не понимает, как работает система у кого-то другого. И потому я считаю, что если вы работаете в инди-команде, вы все должны хотя бы попробовать заниматься тем, чем занимается кто-то другой. То есть, если у вас там работает на Unity, ребята, а вы художник, попробуйте сделать хоть что-нибудь на Unity, хотя бы посмотреть, как это выглядит. Тогда вы поймете, как ваши программисты будут вас обманывать с тем, что они активно и классно работали. Если вы не художник, посмотрите, хотя бы там 4-5 часов уроков по рисованию. Это вам, на самом деле, опыта даст просто драгоценного, чтобы правки, которые там делает художник, 5 часов, там 12 часов, вы понимали, что это делается за 5 минут. Именно я всем рекомендую вот так расширять сферу своей деятельности и приобретать базовые навыки вообще во всех отраслях разработки игр. А также такой совет дам, если вам кажется, что человек мудак, то вам не кажется, не надо с ним дальше работать. Вот первое впечатление, оно всегда, чаще всего оно будет верным. Не работайте с мудаками. Насчет вот не работайте с мудаками, я соглашусь, просто я сам, например, человек токсичный, и не всегда понятно, кто из нас больше мудак, поэтому я просто стараюсь всегда дать другому человеку еще шанс, несколько шансов практически всегда, чтобы можно было найти общий язык и договориться каким-то образом. Да, кстати, я, наверное, такой же, как ты, потому что меня в работе в команде могут назвать токсичным. Я очень требователен к себе и также требователен к другим людям. То есть я не тот член команды, который будет пытаться всех поддержать. Я могу это сделать, но я в команде работаю не за этим. Мне там пишут музыку, мне там что-то кодят. Не
для того, чтобы потом выслушивать мою поддержку, что давай, чувак, ты справишься, еще чуть-чуть поработай, а для того, чтобы выдать мне нормальный результат. И если результат ненормальный, я буду человеку трахать мозги вот вообще до упора. И что я заметил еще в мудаках, они не конфликты. Не конфликтны. Мудаки будут всегда пассивно-агрессивные, и вывести на какой-то открытый конфликт их очень сложно. Вот. А если чувак уже начинает с тобой ругаться и отстаивать свою точку зрения с пеной у рта, значит, он в ней уверен, значит, он не обманывает сам себя, не обманывает тебя, и с этим человеком можно как бы дальше работать. Это вот, не знаю, наверное, это неправильный совет, но это, по крайней мере, то, что я по своему опыту наработал. Я с тобой тоже очень согласен. Я со многими прекрасными людьми познакомился, ну, сдружился даже после того, как мы вот с пеной у рта поконфликтничали, и оказалось, что как бы ну, просто недопоняли друг друга, а люди-то замечательные на самом деле. Просто вот ну, была какая-то там неправильная встреча и так далее. Хорошо, да, и, собственно, я хотел дополнить, да, вот то, что ты сказал вначале, да, я не хочу, чтобы то, что ты сказал, оно так звучало, типа, становитесь мастером универсалом во всем, чтобы вот вас не обманули. Нет. Или там, чтобы делать самому. Ну да, мне кажется, я тебя правильно понял. Я про то, что базовые скиллы, ну вот на, там, типа, на 10 часов навыка, их освоить-то очень просто, очень быстро, да. То есть 10 часов это не так много, это 2 дня, ну вот прям поработать, и все. И ты понимаешь, как рисуется что-то, как пишется код, как еще что-нибудь делается, как управляется командой, да. А после этого вот наколебать тебя будет уже гораздо сложнее, и ты уже ну, обладаешь этими навыками. Ты еще четче будешь просьбы формулировать, потому что я гораздо лучше стал общаться со своим музыкантом. Я в своих играх занимаюсь всем, кроме музыки. Вот. И когда я себе поставил FL Studio, посмотрел парочку уроков, разобрался, что такое минор, что такое мажор, как-то пару-тройку треков написал, и я теперь, когда слышу какую-то композицию, я могу ему лучше объяснить, что мне вообще от него нужно, что здесь исправить. Потратила я на это, ну, буквально там несколько дней. Типа, сэкономил я себе несколько месяцев, мне кажется. Это было полезно. Да, это очень важно, да, и с этой точки зрения какие-то смежные области изучать, то есть, ну, буквально ну, я вроде бы нарративщик, да, но мне там, я потратил какое-то время на изучение анатомии, на изучение там кадрирование, на изучение вот таких вещей, и мне стало проще общаться с художниками, объяснять, типа, что я от них хочу. Типа, давай здесь ракурс поставим такой, давай вот здесь мы такие приемы будем использовать, и художники такие, ну, в принципе, тебя я понял, вот этот вот странный чувак, он какие-то неправильные вещи говорил, а ты говоришь на моем языке, вот ты, короче, нормальный, вот тебя мы будем слушать. То есть, конечно, это, ну, облегчает понимание. Нельзя ни в коем случае замыкаться вот в своей нише, думать, что вот там вот программирование это для богов, а если там тебя окружит, ну, а кто-то художник, он просто не смог стать программистом. Ни в коем случае. Так думать не стоит. Вот. Да, ну и, собственно, я просто хотел сказать, что вот софт-скиллы вот этих условных мудаков, то есть это какие-то странные паразиты-приживалы, да, вот эти вот их крутые софт-скиллы по маскировке, они хорошо бьются просто элементарными хард-скиллами человека, который их проверяет, который с ними работает. То есть действительно, если... Ну вот я лично отучился 6 лет на программиста и 5 лет программистом работал. Если мне какой-нибудь там фрилансер или какой-нибудь другой программист начнет что-то рассказывать про то, как это сложно делать, я скажу, да нет, не делается это сложно. Я знаю, как бы, я сам тебе код могу написать, он будет кривой, он будет работать через раз, потому что я практику потерял, но я знаю, как это делается. Вот, конечно, да. Дальше по вопросикам идем. Вот это вот вопрос, скорее всего, вообще не к тебе, но я его все равно задам. На основе каких данных выбираете жанр будущей игры? На основе тех данных, чтобы я не сломался по пути разработки книги. Ну, короче, Слава завис окончательно. Просто так... Раз. Раз. Что происходит?
Я здесь один? Кто-нибудь меня слышит? Технические шоколадки решаем. О, господи, внезапно женский голос. То есть мне просто ждать, верно? А что случилось? А случилось что? А что-то произошло? У вас тут Всё. это... Всё, Я все просто... Все вернулись, все хорошо, все нормально, как бы запись все так же ведется, она ведется где-то там на серваках. Я вижу огромную стрелочку у тебя на мониторе. Да, я с ней игрался, пока тебя не было. Да, я, собственно, мне просто из соседней комнаты сейчас Дино сказала, что это я отвалился. Я такой, типа, начал издеваться над тем, что ты завис, такой ха-ха-ха. Задал ему вопрос про то, на каких данных Слава выбирает, собственно, то во что, то, какие игры будет делать. По каким причинам, да, по каким данным. Ты сидел, хихикал на выключенную камеру в том, что кто-то завис. Не, у меня все работало. У меня все работало. Это, короче, мы все отвалились. Хорошо. Короче, на каких данных? На таких данных, чтобы я не сломался. Самое главное, когда ты делаешь игру, это ее доделать. И если я сяду делать то, что мне не нравится, там какой-нибудь странный рогалик, ненавижу рогалики, то я просто через год, глядя на этот рогалик, подумаю, что за херней я занимаюсь, займусь-ка я чем-нибудь другим и брошу этот проект. Потому вот такие данные. Окей, собственно, да, то есть тут просто личный выбор, да, и, на самом деле, вот твой тейк по поводу того, что важно не сломаться, да, конечно, очень сложно делать игру, которая тебе не нравится, которую ты не дотянешь, но если ты начинаешь делать игру и уже начинаешь сразу прокрастинировать, то, наверное, ты неправильно что-то выбрал, да. В первые дни вообще должен быть полный восторг и радость от того, что ты, наконец, этим занимаешься, на мой взгляд. Да. Вот, хорошо. Качество или количество игр? Так, это вопрос. Это вопрос. В плане для меня, типа, качество, наверное. Это вопрос к тебе, да. Вот тут написаны вопросы, зрители задавали. Я с 2014 года 3 игрушки сам сделал, и не считаю, что это много. Хорошо, да, то есть, скорее всего, про количество тут срок идет. Вопрос. Соответственно, какой срок разработки игры считаешь для себя приемлемым? 3 года, наверное. Фиармониум я делал 3 года, но и Фиармониум получился опять гораздо больше, чем я рассчитывал, так что следующую игру я планирую сделать покороче, но это как всегда, инди-календарь. Если индюк тебе говорит, что он сделает что-то через месяц, он сделает это через 2 месяца. Так что если я планирую сделать игру через год, я сделаю ее через 2 года. Хорошо, да. Я над Фиармониум не планировал работать 3 года, так получилось. Окей, да, то есть это то же самое, что в старших классах или при студенчестве, на этот семестр, на этот год я возьмусь за голову. Вот точно так же и здесь. Да, тут просто, когда делаешь игрушку, особенно в одиночке, самое сложное – это перестать фантазировать. То есть ты сделал уже какой-то определенный сектор, и пока ты его делаешь, там какие-то рутинные задачи выполняешь, потому что при разработке игры там куча рутинных задач, тебе в голову куча других мыслей лезет, что а что будет, если я такого-то босса еще добавлю? Блин, это офигенная идея! И плевать, что у тебя в планах не было вообще этого босса, ты начинаешь сидеть его добавлять. И так проект разрастается просто пока ты фантазируешь. И где-то, я не знаю, Фиармониум, где-то за год до конца разработки я уже такой зарекся, все, я больше ни хрена не придумываю, то, что у меня здесь сохранено, то я реализовываю, и ничего нового я в игру не добавляю. И только так у меня получилось все игры свои доделать. Хорошо, да, просто это, кстати, очень интересное, возможно, различие между корпоративной и инди-разработкой, в том смысле, что инди, они постоянно жалуются на так называемый фичи-крип, то, что постоянно количество фич увеличивается, потому что всем хочется все больше и больше сделать, и, есть шансы все, либо затянуть сроки, либо вообще не выйти никогда, а все, наоборот, корпоративные разработчики, они жалуются на то, что, приходит злой продюсер и заставляет из игры резать все то, что планировалось, наоборот, еще больше удалять. Вот каково у тебя отношение к первому и ко второму? Как найти баланс здоровый? Никак. Какие-то идеи свои откидывать, это тяжело, и это всегда будет тяжело. Я так думаю... Спасибо, товарищи эксперты.
Не, я думаю о том, что вот то, что я придумал, я лучше перенесу в другой проект. Это моя не последняя игра. Я сделаю еще кучу игр, и вот эту идейку я сохраню и реализую ее где-нибудь в другом месте. Вот я думаю так. Если идейка хреновая, она вообще забудется, и тогда, слава богу, будет еще легче. Хорошо, я просто там своим опытом поделюсь, того, как, собственно, фичи катить. Я всегда фичи качу так, что как бы есть вот вещи, которые я хочу сделать, и есть вещи, которые точно нужно сделать в первую очередь. Вот типа без них игра точно не выйдет. И тут просто смотришь на то, насколько, я смотрю, насколько у меня хватает силы воли. Если я полон сил, здоров и радостен, то я буду делать именно самые важные вещи. А если, у меня силенок не очень много, я буду делать то, что я хочу, просто чтобы порадовать себя и вот, собственно, просто хоть двигаться в нужном направлении. Вот. Еще, кстати, еще в тему этого же, я, так как работаю один, пользуюсь такой классной привилегией, я ни хрена не записываю, у меня вообще нет документации. То есть у меня появляются, да, какие-то идеи, и если они плохие, то я их забываю. И мне не приходится потом ничего удалять. Вот, допустим, даже у меня сейчас на столе лежит вот в рабочем процессе. Вот я делаю игру, пока что у меня то, что я делаю, выглядит так. Когда я доделаю, я это сомну и выкину. Вот. Мне отсутствие документации, грубо говоря, помогает резать фишки. Я не все фишки сохраняю, не все запоминаю. Это очень круто, да, то есть никому такого не рекомендую, но, как видите, для кого-то это работает. И, я человек очень, как сказать, у меня есть списки, у меня есть списки списков, у меня есть списки списков списков. То есть даже сейчас у меня вот открыто все вот так вот, что все облеплено. Знаете, как вот психопатов показывают в голливудских хоррорах, да, вот у них все стены исписаны. Вот это я, короче. А кому-то можно жить и не так. Завидую, но менять своего отношения не буду. Хорошо. Вопрос еще один такой провокационный. Расскажи про неуспешные кейсы. Что пошло не так? Но Reflection of Mine я считаю неуспешным. Вот моя первая игра, которая вышла, на тот момент, когда я ее выпускал, я работал сутки через трое и зарабатывал 18 тысяч рублей. И успех, который принесет, если игра принесет мне больше, чем 18 тысяч рублей, то для меня это было уже успехом. Сейчас, если я выпущу проект, который заработает столько же, сколько Reflection of Mine, то я на стенку полезу, буду считать это провалом. То есть, во-первых, провал, сразу так сформулировал, это вещь такая очень относительная, а во-вторых, провалы не бывают внезапными. Есть очень много маячков, которые авторы провальных игр до конца, до упора игнорируют перед выпуском игры. И то есть списки желаемого. Я знаю игры, которые выходили со списком желаемого очень маленьким, там было прям очень мало народу, потому что они до конца верили, что вот сейчас за день до релиза, тут столько народу прибежит. Они себя этим обманывали, пока не наступал этот день. Народу не прибежало, игра вышла, никто ее не увидел, никто ее не купил. Вот, потому я забыл вопрос. Вопрос был про неуспешные случаи. Да, про неуспешные кейсы. Что такое неуспех? Да, я пошел к тому, что такое неуспех, во-первых, это относительно, а во-вторых, чтобы быть неуспешным, нужно очень долго, очень расчетливо и прямолинейно игнорировать огромное количество факторов и сигналов, которые говорят тебе: чувак, ты делаешь что-то через жопу, ты провалишься, чувак, обернись. Вот, тогда вы провалитесь, да. Хорошо, мой любимый вопрос задает Николай Топчий из Санкт-Петербурга. Как дела? Хорошо. Спасибо большое. И приз за лучший вопрос отправляется Топчему. Хорошо. Unity или Unreal Engine? Для каких целей? Что посоветуете? Я разрабатываю игры на... вот знаешь, есть этот мем, где, Фиона со Шреком спорят. Там Unity, Unreal. А я осел, который такой: констракт. Вот. Я придерживаюсь такого мнения контркультурного. Я тебя обожаю, это твое слово. То, что любым инструментом можно сделать что угодно. Можно лопатой косить траву, можно пивной банкой забивать гвозди.
пивная банка для этого не предназначена, лопата для этого не предназначена, но если тебе прям кайфово это делать, если вот ты берешь лопату, косишь ей траву, если ты делаешь 2D-игру на Unreal, то и тебе нравится, то, блин, делай, потому что ты иначе не доделаешь, ты должен получать удовольствие. То есть я рекомендую тем, кто выбирает движок, поковыряться в Unity, поковыряться в Unreal, что вам понравится, где вы чувствуете себя комфортно, там как бы и остаться работать вне зависимости от ваших целей, потому что вам к этому движку возвращаться как бы каждый вечер. Ну, и вам должно быть там комфортно работать, и стоит отталкиваться в первую очередь от этого, от того, что вам приятно работать с инструментом, а не для того, что этот инструмент может. Всем можно делать что угодно. В констракте 3D появилось, ну, в рот мне ноги. Это я захочу сделать 3D-игру, сделаю ее, не выходя из констракта. Просто это вот лопатой косить траву. Но мне будет комфортно, мне будет прикольно, я попробую. Да, это прекрасно. Я, собственно, удовлетворен ответом. А каким проектом хотел бы заняться в ближайшее время? Так я занимаюсь проектом, он пока не анонсирован, и не здесь его анонсировать, потому что я не люблю заранее говорить о том, что я делаю, потому что, возможно, я забью хер. Вот. Это правильно. Да, у меня сейчас в разработке 3 игры, типа 3 прототипа, и что из них, грубо говоря, будет наиболее играбельным и наиболее жизнеспособным, когда я уже до какого-то вертикального среза это доведу, то тем и буду заниматься дальше. Хорошо. Что-нибудь о токсичности в командах на своем опыте расскажешь? Ну, ты говорил про мудаков, это мы услышали. А вот про токсичность, как ты ее понимаешь? Это очень широкий термин. Что ты про него знаешь? Это очень размытое слово, которое я стараюсь избегать в употреблении, потому что я ни хрена не понимаю, что оно значит. Вот давай мы с тобой перед тем, как отвечать на этот вопрос, обозначь мне, что такое токсичность. Ну, скажем так, то есть, скорее всего, ну, как я это понимаю, это человек, который настроен неконструктивно, который мешает разработке, но он мешает разработке не за счет того, что он там что-то не делает, а за счет того, что, ну, он портит атмосферу, условно, в коллективе, и все такие, типа, приуныли и не работают. Скажем, ну, вот примерно так. Фуф. Мне насрать на атмосферу в коллективе. Моя работа... Кто пропал? Я здесь, я не знаю, я тебя слышу. Ты пропал. Ты снова завис. Знать бы мне, я это завис или нет, потому что отвечать мне дальше на вопросы или нет. В общем... Ой, я слышу сам себя. Алло. Алло. Да, и все. Ты здесь? Я отвечаю на вопросы? Да, все пишется, ничего не отваливалось. Отвечай, пожалуйста. Да, короче, смотри. Я как такой мужик 32 лет в клетчатой рубашке, лысый, могу сказать то, что все вот эти вот жалобы на атмосферу в коллективе, это какими все стали неженками. Я, по сути, магистр психологии труда, и я знаю то, что на коллектив как бы может влиять вот такие вот токсичные персонажи. На коллектив можно как-то дизморалить, и тогда работа станет хуже. Но я настолько устал, наверное, за время обучения от всего этого, что вот это вот нытье от коллег, что они что-то не сделали, потому что кто-то на них накричал и кто-то не одобрил их работу, я уже не могу терпеть. Мне в коллеге нужны люди, которым абсолютно насрать на атмосферу, которые могут меня покрыть членами, я могу их покрыть членами, мы разоремся в чатах, а потом через день скинем друг другу вот такой массив проделанной работы, потому что нам это не помешало. То есть мой совет... Нет, это даже не совет. Я, короче, не работаю с неженками, и людей, которые жалуются на атмосферу, воспринимаю как неженок, мне это не очень нравится. Вот. Потому, наверное, я сам токсичный. И воспринимаюсь как токсичный в команде. Определенно. Звучит крайне мускулинно, прям токсично мускулинно. Тебе бы к психологу сходить. Короче, это популярная тема, рекомендуем. Да. Хорошо. Следующий вопрос. Большой, на самом деле. Столкнулся буквально недавно с тем, что не взяли в команду из-за отсутствия ММО проектов в портфолио. Жанр ММО имеет отличительные особенности повествования или дело в том, что HR шел по методичке? Давай погадаем тут на кофейной гуще. Ты про онлайновых этих? Ну, Massive Multiplayer Online, скорее всего, да. Скорее всего, это оно. Блин, ну на такой штуке сложнее всего опыта наработать. Так-то. Наверное, потому что в одно рыло... Блин, я вообще считаю, что... С чего начать-то?
Сейчас подгружаю мыслительный процесс. Короче, игровое, ну вот портфолио чувака, который устраивается в игровую индустрию, оно проще по составлению любого другого портфолио на свете в том плане, что тебе, чтобы у тебя появилось вот какой-то список сделанных работ, тебе не нужно отбивать пороги и к дядям устраиваться на работу. То есть, допустим, если там требуется флорист с опытом работы, то тебе нужно где-то найти людей, которым требуется флорист, чтобы к ним устроиться, и чтобы они тебя приняли без опыта работы. Типа, если ты делаешь игры, то чтобы наработать опыт работы, ты скачиваешь Unity Unreal Construct и сидишь его нарабатываешь. Тебе не нужен дядечка. Потому я думаю, что если у тех, кто нанимает на работу, какие-то больно суровые требования по тому, что у тебя содержится в портфолио, то у них есть это понимание, то, что чтобы разрабу набить свое портфолио, он может это сделать просто сидя в одиночку за компьютером, пиля какие небольшие игрушки там для Ичио или еще куда-нибудь, и это уже будет в портфолио, это уже будет круто. Если он этого не сделал, а тот, кто нанимает на работу, знает, что так можно было сделать, то, возможно, это будет причиной отказа. Наверное, так. Хорошо. На самом деле, все, что касается корпорации, я здесь, это домыслы. Типа, я от этой темы так, дальше, чем от любой другой. Мы, собственно, позвали Славу просто, чтобы всем чатом посмеяться от его фантазии о корпорациях, от его непонимания того, как это работает, конечно. Нет, я про то, что... Знаешь, корпорации так работают, будто они сами не понимают, что они делают и как они работают. Я смотрю на менеджмент в компаниях, типа, чем крупнее компания, тем менеджмент херовей. Типа, там, не знаю, взять даже не маленькие вот эти Индии, а взять какие-нибудь там CD Projekt Red, где этих менеджеров просто руководство там больше, чем разработчики, и насколько просто косой менеджмент, он заваливает вообще всю систему и заваливает игры. Потому давайте... Ни у кого нет представления о том, как работать вообще в корпорациях. Ни у того, кто работает один, ни у кого, кто в этих корпорациях работает. Все делается через жопу везде. Вот. Ваше мнение мы услышали. Хорошо, спасибо. Да, смотри, я просто хочу добавить, что если человека завернули от того, что у него нет опыта в ММО, скорее всего, его просто искали для работы на ММО, и они просто не рассматривали джунов без опыта. То есть там middle и старше должны были, и все, в принципе. То есть HR просто знал, кого он ищет. Ну, вот такая методичка. Ему просто сверху спустили, кто должен быть нанят. Ну, человек с опытом в ММО. Нет времени, нет желания там сейчас взращивать кадры. Это вполне нормально. Ну и последний вопрос, на самом деле, на сегодня. Мы уже почти заканчиваем, чуть-чуть там подзадержимся, потому что были проблемы с чатом, как раз на часик и получится. Во что играешь? Конкретно сейчас? Я сейчас играю в Final Fantasy 9. Она на Соньке первой. Она восхитительная. Это просто что-то с чем-то. Я в восторге. Я вообще играю в JRPG-шки, и по той причине, что когда ты делаешь игрушки, ты приобретаешь все-таки профдеформацию, и играть спокойно в Metroidvania я, допустим, сейчас ни хрена не могу. Я играю в них именно как дизайнер, и я прям чудесно понимаю, по каким принципам строится этот мир, где разработчики подсмотрели вот эту идею, откуда они взяли вот эту идею, как они изменили эту. А JRPG-шку я никогда не сяду делать JRPG, потому что ее делать должны сугубо японцы, вот, и потому мне в них играть максимально комфортно. Играю преимущественно в JRPG-игры. Хорошо. Ну, давай тогда завершаться, Слав. Я огромное удовольствие, как обычно, получил от общения с тобой. Я надеюсь, что это поможет там паре-тройке человек, слушателей, которые пришли сейчас на трансляцию или будут слушать потом на Ютубе, определиться с тем, что они хотят, собственно, идти в геймдев, идти в инди или никогда не прикасаться к инди, наоборот. То есть как бы любой ответ здесь лучше, чем неопределенность. Вот. То есть, конечно, пробовать лучше, чем не пробовать. Жить, делать вот такие свои проекты, это очень круто. Ты снова завис. Ну вот на такой красивой ноте прям прощание трогательное было. Ждем, пока отвиснет. Это, конечно, очень подло, когда ты вот в самые последние минуты уже там на прощальном слове зависаешь, что-то с интернетом сегодня, видимо, у меня, вчера такого не было. То есть это не получится свалить на Дурова в очередной раз. Короче, да,
Я про то, что я всегда старался усидеть на двух стульях. Мне всегда была разработка и инди-игр, и каких-то серьезных больших корпоративных проектов, потому что как бы есть большие, крутые, действительно качественные, вылизанные игры, и есть инди, где ты всегда можешь отдохнуть душой, можешь подсмотреть какие-то оригинальные новые вещи. И как бы, я из двух стульев предпочитаю выбрать оба, конечно, и как бы у меня никогда с этим проблемы не было. Я и в корпоративном, и в инди разработке живу. Есть люди, которые только в корпорации работают, и это прекрасный выбор. Есть те, кто делают только инди, и я всегда рад видеть настоящих, успешных инди-разработчиков, которые так живут и говорят, я всегда так. Вот Слава один из таких. Слава, есть ли у тебя заключительное слово какое-то? Нет. Спасибо тебе, товарищ эксперт. Слушай, давай, погоди, вот смотри, мы сейчас... Да, если у тебя появится... Мы сейчас все были такие здесь про душу, про разработку. Давай я вот немножко корпоративности накину вам в чат. Короче, я занимаюсь такой штукой, как курирование игровых проектов. Если вы сомневаетесь в том, что вы делаете, не знаете, как что-то делать, вам нужна какая-нибудь консультация по тому, как там страницу в Steam оформить, как там вообще игру выпускать, как какие-то психологические, там, не знаю, советы, что угодно, что вы считаете, я могу вам дать. 1700 в час, и я весь ваш. Да, вот, собственно, посмотрите в это прекрасное лицо. Это, собственно, Слава договорился о том, что он может немножко себя попиарить, и я такой, да что бы нет, как бы прекрасный человек. Я при этом только сейчас это вспомнил. Это вот ты начал говорить про корпорации. У меня просто исписана вся стена, не дай ему про это заговорить, не дай заговорить. Собственной кровью. Да, и, собственно, да, обращайтесь к Славе. Слава действительно очень много знает. Он немножко может фиглярствовать и рассказывать про то, что вот он ничего не понимает и никак оно вообще никак, но на самом деле человек опытный, мудрый и на самом деле вовсе не такой токсичный, как могло бы показаться. Вот, так что обращайтесь к Славе, его всегда можно найти там через меня, через чатик, и вообще во всех интернетах. Слава Грис достаточно редкое имя. Вот, спасибо еще раз тебе большое, Слава. Если у тебя будет какая-нибудь идея, чем ты можешь поделиться вот с людьми, которые хотят попасть в геймдев, какие-то там вакансии, какие-то идеи, там лекции и так далее, обязательно приходи. Всегда будем рады тебя послушать. Спасибо, что откликнулся одним из первых. Я просто в полном восторге. То, как ты, собственно, сформулировал, типа, я не понял, что ты от меня хочешь, но я приду. Я такой, отлично, спасибо, Слава. Это очень душевно, это очень прям по самое сердечко. Все, всем спасибо, и мы завершаемся. Все, всем счастливо. Всем пока.